Здравствуйте, меня зовут Любовь, и вы на канале о вязании. В данном видео предлагаю по петеле вместе со мной связать вот такой вот ажурный узор, ажурные листики с косами. Вот так вот он выглядит с изнаночной стороны. Вот его лицевая сторона. Думаю, данный узор хорошо будет смотреться на весенне-осенних вещах, на кардиганах, джемперах, пуловерах, майках, топах. А также можно поэкспериментировать с более теплыми вещами, с теплой пряжей. Раппорт данного узора состоит из 36 петель в ширину и 9 рядов в высоту. Здесь мы используем вот этот значок 3 петли вместе лицевой. Этот значок у нас обозначает, вот вы его видите, одну петлю снять, провязав 2 вместе и протянуть через первую снятую петлю. Делаем перекрещивание в косе. В данном случае мы будем оставлять нить перед работой, а в данном случае будем нить оставлять за работой. Итак, приступим к вязанию. Приятного просмотра. Так, любым удобным для вас способом на спице набираем 36 петель раппорта плюс 2 кромочные. Итого набираем 38 петель. Набрали на спице 38 петель. Вяжем первый ряд. Первую кромочную мы снимаем, провязываем одну изнаночную петлю. Далее мы вяжем 16 лицевых петель. Провязали 16 лицевых петель. Далее мы провязываем 2 изнаночные петли. И опять вяжем до конца ряда 16 лицевых петель. Провязали 16 лицевых петель, провязываем одну изнаночную петлю и кромочную петлю мы провязываем изнаночной петлей. Дальше провязываем второй ряд по рисунку, то есть лицевые петли вяжем лицевыми, а изнаночные петли мы провязываем изнаночными. Лицевой. И так вяжем по рисунку до конца ряда. Мы с вами встречаемся в третьем ряду нашего раппорта. Третий ряд нашего узора. Первую кромочную мы снимаем, провязываем одну изнаночную петлю, далее вяжем 6 лицевых. Далее мы провязываем 3 петли вместе лицевой, то есть 3 петли провязываем за заднюю стеночку. Далее мы делаем один накид, 1 лицевая, 1 накид, и снова мы с вами провязываем 6 лицевых петель. Далее мы провязываем 2 изнаночные по рисунку. Повторяем наш раппорт в зеркальном отражении. То есть 6 лицевых, 6 лицевых, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид. Далее 3 петли с наклоном влево. Для этого первую петлю мы снимаем, 2 провязываем вместе и протягиваем через первую. И вяжем 6 лицевых.
6, 1 изнаночная и кромочную провязываем. 4 ряд мы с вами провязываем самостоятельно по рисунку. В 5 ряду встречаемся. 5 ряд. В этом ряду мы будем делать перекрещивание в нашей косе. Так, первую кромочную мы снимаем, провязываем 1 изнаночную петлю, провязываем 4 лицевые петли. Далее провязываем 3 петли вместе лицевой, то есть за заднюю стенку мы захватываем петли, провязываем. Далее мы вяжем 1 лицевую, делаем 1 накид, 1 лицевая петля, 1 накид, 1 лицевая петля. Далее на вспомогательную спицу я снимаю 3 петли, не провязывая их. И эти 3 петли я оставляю перед работой. Лицевыми провязываю 3 петли. Теперь я 3 петли, которые не провязала, со вспомогательной спицы переношу на основную спицу и провязываю их лицевой. Вот у нас получилась первая косичка, первое перекрещивание. Вяжем 2 изнаночные петли. Теперь делаем второе перекрещивание. Для этого снимаем снова 3 петли на вспомогательную спицу, не провязывая. И в этот раз оставляем их за работой, сзади. Снова провязываем 3 лицевые. 3 непровязанные петли мы возвращаем на рабочую спицу. Провязываем их лицевыми петлями. И сделали второе перекрещивание в нашем раппорте. Далее мы делаем 1 лицевую, провязываем 1 лицевую петлю, 1 накид, 1 лицевая петля, 1 накид, 1 лицевая петля, 3 петли с наклоном. Первую петлю сняли, 2 петли провязали лицевой, протянули через первую петлю и вяжем 4 лицевые петли. 4 лицевые, 1 изнаночная и кромочная петля. 6 ряд провязываете по рисунку. Встречаемся с вами в 7 ряду. 7 ряд. Первую кромочную петлю мы снимаем, вяжем 1 изнаночную петлю, 2 лицевые петли, 3 петли лицевой, провязываем вместе. Далее вяжем 2 лицевые петли, делаем 1 накид, 1 лицевая петля, 1 накид и провязываем 8 лицевых. Так, 2 изнаночные петли. Далее мы вяжем 8 лицевых. Делаем 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 2 лицевых петли, далее 3 петли с наклоном влево. Для этого первую петлю снимаем, 2 петли привязываем, 1 лицевой, протягиваем через первую петлю, вяжем 2 лицевые петли, 1 изнаночную петлю и кромочную. 8 ряд провязываем самостоятельно по рисунку. Встречаемся с вами в 9 ряду. 9 ряд такой же, как и первый. Первую кромочную снимаем, вяжем 1 изнаночную, далее вяжем 16 лицевых, далее мы вяжем 2 изнаночные петли, вяжем 16 лицевых, провязали 16 петель лицевой, изнаночная,
и кромочную петлю мы провязываем. 10 ряд провязываем самостоятельно по рисунку. Встречаемся с вами в 11 ряду для закрытия петель. 11 ряд, приступаем к закрытию петель. Первую кромочную петлю мы снимаем, следующую петлю мы провязываем изнаночной и протягиваем через провязанную кромочную. Далее петлю мы провязываем, протягиваем через предыдущую. Следующую петлю мы провязываем, протягиваем через предыдущую. И так вяжем до конца ряда. Мы с вами провязали образец узора ажурные листики. В моем образце провязан один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. В данном образце я провязывала один раппорт в ширину и 3 раппорта в высоту. Если данное видео было вам интересно, полезно, сохраняйте его в понравившееся видео. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!